Друзья, приветствую вас! Дневной обзор. Давайте рассмотрим, что происходит на рынке и какие движения ожидать в ближайшее время. Так, SFD на фьючерс S&P консолидируется. И сейчас создается такая ситуация, когда, возможно, произойдет корректирующий откат. Это будет в том случае, если произойдет пробитие 3595. Вот 3595, если мы пробиваем, то у нас наиболее вероятный сценарий это возврат вот сюда, вот в этот диапазон 3550-3575. Если такового не произойдет, то все хорошо, остаемся здесь, торгуемся и продолжаем рост. Ну, можно сказать, это уже новогоднее ралли. Вот. Но тут появился некоторый тревожный звоночек. Тревожный звоночек в лице индекса доллара. Дневной таймфрейм. Вот здесь сейчас происходит попытка разворота и прекращение снижения индекса доллара. Немножко он не дошел до вот этой области, где после пробоя наступает сильное движение вниз в район 91, 85 и потом 88. Вот. Но здесь как бы у нас пока движение подвисло. Сейчас давайте более короткий таймфрейм посмотрим. Так, ну вот на часовике у нас произошел разворот, причем такой уверенный разворот. У этого разворота цель движения находится на 92,9, вот сюда вот. Поэтому высока вероятность того, что вот это движение сейчас, оно разовьется на 92,9, и мы увидим негативное воздействие на рынке из-за роста индекса доллара. Так, соответственно, вот вся эта конструкция не срабатывает, если происходит откат. И в результате этого отката будет пробито 92,5. 92,5, 92,47. Вот этот диапазон, если будет взят, то наметившаяся тенденция будет сломана и пойдет дальнейшее снижение индекса доллара, и риск-он продолжится. Но пока говорить об этом рано, все-таки я думаю, здесь вот этот разворот, он должен определенную траекторию движения выполнить сюда, либо может быть даже на 93. Так, далее нефть Brent. Что у нас тут происходит? Уперлись в промежуточный уровень 43.58. Судя по тому, что начинается в индексе доллара, вероятно, отсюда пойдет откат. И цель этого отката, первая, это возврат на 43.22. Точнее, здесь даже будет цель движения 43.08, 42.94. Вот сюда, вот в этот диапазон. В каком случае такого движения не произойдет? Его не произойдет, если сейчас пойдет рост, и мы увидим пробитие 43.76. Вот пробой 43.76 сразу придет к тому, что разовьется движение в район 43.95 и потом 44.33. Вот сюда вот. Но пока больше факторов указывает на то, что у нас развивается снижение. Первая цель сюда, потом, возможно, и сюда. Вот. Ну и здесь есть сильная поддержка, это 42.55, которую, если мы все-таки пробиваем, то здесь уже развивается амплитуда движения на 39.62. Но должен заметить, вот эта формация, которая здесь возникла, она, с моей точки зрения, не до конца отработана. Вот. Даже если сейчас будет возврат, потом будет попытка отскока и движения на 44.4, вот сюда, вот к этому значению. Так, друзья, далее рубль-доллар. Ну, смотрите, здесь ситуация у нас следующая. Мы так и не пробили 76-75. Это значение устояло. Сейчас начинается разворот, либо короткий разворот в течение дня, и потом пойдет откат назад. Или он уже как бы, ну, будет более длительный и, возможно, к серьезной просадке на рынках вызовет, пока это не до конца ясно, в индексе доллара. Вот, соответственно, такое движение, оно сейчас вызовет отскок и укрепление доллара к рублю. Сейчас мы на более коротких таймфреймах посмотрим, куда это приведет. Здесь хотел обратить внимание, что вот этот уровень 76-75, если он будет повторно пробиваться и пойдет проторговка, то отсюда инициируется движение, цель которого 76-15, вот сюда вот. Так, ну и часовик у нас здесь разворотный. По часовику цель движения находится вот сюда, в этот диапазон 77-27, 77-35. Опять же, вот этот очень сильный уровень инверсионный 77-35. И в том случае, если происходит его пробой на объеме и закрепление,
проторговка, то отсюда сразу будет движняк на 77, 65, 77, 76, и отсюда, скорее всего, пойдет дальнейший рост по направлению на 78,3. Вот, пока на текущий момент для такого движения особых оснований нету, но вот сюда мы вполне можем отскочить сегодня. Так, далее евро-доллар. Но сегодня в 4 часа еще выступление европейских центробанкиров. На что хотел обратить внимание. Вот смотрите, здесь произошел вот этот перелом. И сейчас корректирующий откат идет. Для корректирующего отката есть диапазон. Вот этот вот диапазончик, который 1,1827, 1,1835. Если он не будет пробит в ближайшее время на объеме, то вот эта вот модель на откат, которая возникла, она ломается, превращается в проторговку и переходит в дальнейший рост. Если все-таки мы здесь получаем пробой, то у нас отсюда развивается движение, и цель этого движения 1,1805, вот сюда вот. Но на текущий момент все-таки здесь, судя по тому, как здесь проходят торги, в общем-то достаточно высокая вероятность, что будет откат вот сюда вот к этому значению. Откат не произойдет, если проторговка вот в текущем диапазоне затянется, ну хотя бы сегодня до конца дня, ну то есть до 6 вечера, то тогда наиболее вероятно здесь произойдет набор позиций и пойдет рост. Если такового не произойдет, то пробитие диапазона и уход на 1,1805. Так, далее евро-рубль, дневной таймфрейм. Здесь у нас был такой хороший разворот, и рубль должен был укрепляться, идти вот сюда вот. Но сейчас что-то пошло не так, и поэтому временно это движение притормозится. Так, ну вот у нас по часовику здесь разворотная формация возникла. У этой разворотной формации цель движения находится на 91.32, вот сюда вот. Соответственно, вот это движение развивается в том случае, если не будет движения вниз и пробоя 90,87. То есть, если такой пробой происходит, идет дальнейшее движение, цель которого 90,5. Вот. Но сейчас, я думаю, более вероятно это движение вот сюда, вот к этому значению. То есть здесь разворот и чик сюда. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС декабрьский. Но у нас идет сейчас проторговка, попытка удержаться в этом диапазоне и продолжить рост на 130 тысяч. Так, ну вот на часовике у нас здесь был такой хороший рост. И этот хороший рост, он пока замялся. Что здесь могу сказать? Если сейчас вот эта вот просадка приведет к пробитию 123 250, то у нас развивается движение. Сначала цель будет 121 700, и в случае пробития 121 500 пойдет дальнейший откат вниз, целью которого вот эта вот зеленая линия 119 350. Вот. Если ее пробивает и начинает под ней торговаться, то все. Здесь у нас вот этот вот паттерн на рост завершается, и РТС уходит торговаться вот в этом диапазоне. Если здесь не произойдет вот этого выноса вниз, то по факту проторговки в этом диапазоне отсюда развивается движение после пробоя 125 850 на тестирование 130 тысяч. Но могу сказать так, что здесь по большей части, конечно, картина указывает на то, что рост должен продолжиться. Но вот то, что сейчас происходит с индексом доллара, указывает на то, что может, ну если не сломаться рост рынков, то произойти такой достаточно ощутимый откат. Вот, в том числе и по РТС. Так, друзья, далее Сбербанк. Ну смотрите, по Сбербанку на фоне такого позитива по Америке, ну никак не мог произойти откат и движение вниз. Вот. Несмотря там на все дальнейшее протекание событий, Сбербанк он в очень сильной зависимости от S&P находится. Вот. Соответственно, здесь у нас произошло вот это движение. Сейчас уже, когда Америка перешла в консолидацию и пытается откатиться, соответственно, Сбербанк тоже немножко припал. Но здесь у нас наверху сохраняется цель движения 256,5. Вот сюда вот. Вот по факту отработки этой цели может быть достаточно ощутимый откат. Еще есть цель 273,5, но 256,5 она может его очень сильно посеять.
Так, ну вот часовой таймфрейм. По часовому таймфрейму у нас сейчас, если будет